Всем привет! На просторах интернета мало сказано, как именно модифицировать игры, созданные на движке Unity. Есть два хороших видео на эту тему, советую посмотреть. Но там не рассказывается, как менять модель, добавлять свои звуки, спрайты и так далее. В этом видео я расскажу, как именно все это происходит. А также постараюсь более точно объяснить показанные части кода. Без этого никуда. Но не бойтесь, там все предельно просто. К слову, мод, показанный в данном видео, есть на GitHub, и вы можете с ним ознакомиться. Для модификации игры нам потребуется Visual Studio и Unity. Модифицировать игру мы будем с помощью готового инструмента Melon Loader. Настоятельно рекомендую прочитать официальную вики, чтобы отпали лишние вопросы. Модифицировать буду свою игру Pass and Reflection, ссылка на нее будет в описании. Сначала устанавливаем Melon Loader. Выбираем папку с игрой. Готово. Можем запускать игру и видим, что появилась консоль. Тут имя игры, разработчик, версия и так далее. Также появилась папка с модами, туда и надо будет класть моды. Приступаем к созданию мода. Для этого создаем новый проект в Visual Studio, как показано на экране. Переходим в Preference, сюда вставляем скопированные строки с вики. Они необходимы, чтобы определить, что это за мод, кто его автор, какой он игре и так далее. Теперь необходимо добавить DLL игры. Все мы приготовили, можем начинать делать мод. Давайте, как пример, напишем мод, чтобы по нажатию кнопки L у нас выходило из игры. Нажимаем Build, в консоли появляется путь к DLL файлу. Копируем тут DLL файл, папку mods и проверяем. Как видим, все работает. Теперь давайте добавим свою модель в игру. Для этого создаем новый проект в Unity, создаем такой простой скрипт. Загружаем свою модель и создаем Asset Bundle. Готово. Теперь этот Asset Bundle нам надо положить в папку с игрой. В Visual Studio, где наш мод, создаем новый скрипт для спавна объектов, а также переписываем наш первый скрипт. Сюда вписываем название вашего Asset Bundle, а тут название объекта, что находится внутри вашего Asset Bundle. К слову, Asset Bundle позволяет хранить в себе не только модели, но и аудио, спрайты и так далее. Чтобы посмотреть название объекта в бандле, можем вот таким вот методом это делать. Сообщения будут вводиться в консоль при вызове этого метода. Что ж, теперь мы можем билдить мод, копировать в папочку и проверять работоспособность. Как видим, при старте у нас появляется моделька, которой никогда тут не было. Мы можем пойти дальше и, к примеру, заменить все объекты на уровне, менять игровые звуки, добавлять что-то новое, менять значения других игровых скриптов и многое другое, ограничено вы только своей фантазией. Я вам дал только основу, если будут вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Спасибо за просмотр, всем пока.